Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Андрей. И данное видео посвящено обзору образовательного набора Клик по робототехнике, программированию и многим другим вещам. Данный набор предназначен для обучения не только детей, но и студентов. Рассчитан набор от 7 лет и старше. Почему такая длинная градация? Потому что данный набор универсален во многих вещах. Например, он содержит огромное количество различных конструктивных решений, деталей, которые можно позволять нам собирать, конструировать механические устройства и программировать эти механические устройства. Программировать можно как на простых языках программирования для детей понятных, типа блочных языков Scratch, так и языков программирования высокого уровня, таких как там C++, Python. То есть это позволяет нам сделать. И отсюда вытекает то, что в зависимости от возраста, в зависимости от знаний и предмета, который мы используем, в котором мы будем использовать данный набор, мы, соответственно, можем развить эту программу большую до, соответственно, как для малышей, так и для старших ребят. Кроме этого, данный набор, как в дальнейшем сейчас покажу в обзоре, содержит множество различных дополнительных элементов, которые позволяют нам рассматривать программирование не просто как базовая вещь программирования на этих языках, как просто язык программирования изучаем, а именно само программирование с использованием дополнительных модулей, библиотек, расширений, более сложных вариантов алгоритма с использованием их для, например, интернет-вещей. То есть как создать интернет-вещь, как передавать или получать данные через облако, как связываться, отслеживать эти данные, как создать приложение для устройства, которое будет для данного устройства, которое мы соберем. Искусственный интеллект. Ну, в данном случае здесь база искусственного интеллекта. Мы изучаем основы нейросетей, то есть как принцип нейросети образуется, как ее создать, написать, хотя бы примерный вариант нейросетей, как применить для нашего робота, в каких задачах его нужно применить. Ну и, конечно же, набор включает множество, точнее, таких технологий, как отвечающий STEAM, то есть и научный подход, и технология, и электроника, и арт, соответственно, и математика. Соответственно, к нему идет методическая разработка, большая методическая разработка, множество есть, соответственно, дополнительных будет видеороликов, и есть и уже видеоролики некоторые по данному набору, посвященные именно различным конструктивным решениям, реализации их в области программирования, науки, научного подхода, там, технологий и так далее. В зависимости от того, в каком предмете, в какой дисциплине вы будете это применять и с каким уклоном углубляться, насколько вы будете углубляться в тот или иной направление. Все это уже как бы заложено дополнительно, то есть к данному набору вы получаете в электронном виде методические наработки, по которым можете работать. Это может работать учитель как и информатики, математики, физики. То есть тут есть и физические эксперименты можно реализовать при желании, и математические, то есть вычислительные и аппараты использовать данного робота для практических решений в математике, например. Там. И программирование, конечно, больше упор в программирование, потому что так или иначе все дисциплины будут связаны на том, чтобы ребенок должен написать программу для вычисления или решения того или иного алгоритма действий для определенной там задачи из той или иной дисциплины. Ну и универсальность данного набора в том, что он содержит два контроллера, один, соответственно, чаще всего для датчиков одного вида предназначен, и второй контроллер для отображения на дисплее, передачи в облаке, работа со встроенными своими датчиками, и дополнительно может комбинироваться с элементами, электронными элементами
второго контроллера, второго части электронных компонентов. То есть они могут быть гибридные, связаны быть в два контроллера и дополнять друг дружку тем самым. И мы можем расширить таким образом, сделать более робот не только просто автономно работающий на определенных только задачах, работающие только с определенным видом датчиков, но и расширить по количеству этих датчиков, расширить по количеству возможностей работать с библиотеками, используя различные языки программирования, расширить по взаимодействию с другими устройствами, которые поддерживают Bluetooth, Wi-Fi, которые могут передавать в облако. Это все мы тоже можем реализовать и взаимодействовать с нашим устройством. И вот сейчас мы как раз и рассмотрим подробно, что же там содержится в этом наборе, и какие, соответственно, отсюда можно сделать там выводы, что где и как можно это использовать. Итак, дорогие друзья, перед нами набор Click. Этот набор, разработанный компанией Basecamp Comp и совместно с Digis дополненный для общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, предназначен для обучения программированию, робототехнике и смежных дисциплин математики, физики и различных дополнительных направлений, связанных с комбинированием этих или более научных дисциплин. Здесь представлен набор, который сочетает в себе как конструирование и робототехнику для, начиная с основ, то есть создание механики, конструкторских решений, прочности, мобильности, подвижной части системы, так и, соответственно, в области программирования и подключения электроники, такие как там датчики ультразвуковые, датчики линии, моторы различного типа. Сейчас мы сделаем небольшой обзор, то есть раскроем коробочку, посмотрим, какая начинка в этом наборе присутствует, что мы здесь можем использовать, какой потенциал она содержит данный набор, и, соответственно, в дальнейшем поговорим о предпосылках, какие направления можно на нем реализовывать. Итак, первый раз, как мы видим, у нас представлена вот такая коробочка. То есть он в такой коробочке примерно приходит с логотипчиком, где у нас, соответственно, приказаны примерные варианты, описаны каких-то проектов. К нему идет в электронном виде, соответственно, методический сборник, достаточно большой, для обучения на год детей. Дополнительно к нему будут еще и уроки. Как видите, кейс достаточно прочный, компактный, его можно транспортировать, то есть специально есть ручка, это достаточно плюс, то есть для транспортировки его можно мобильно перенести из одного класса в другой, условно, или из одного учреждения в другое учреждение. Ну и, соответственно, просто для перевозки очень удобен. Соответственно, есть защитные элементы для того, чтобы крышечка у нас, соответственно, не слетала, не сбегала, как говорится. Хорошо, прочно сделано. Убираем ее. Итак, сверху у нас есть стандартные боксы под, соответственно, детали. Можно разложить по основным элементам и оставшиеся части разложить внутри нашей коробочки. Итак, я пока здесь ее оставлю. Вот так, таким образом. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас там внутри. Внутри у нас есть небольшой, что такое, паспорт-методичка, небольшая, описывающая основную характеристику этого набора, то есть что в нем присутствует. Как мы видим, присутствует здесь датчик, ультразвуковой датчик расстояния стандартный, который совместим с Arduino тоже платами, датчик двойной линии, датчик цвета, очень интересный универсальный датчик, датчик касания, и кнопочка, можно так назвать, Bluetooth модуль для передачи и приема
данных, инфракрасный модуль для, соответственно, управления с помощью пульта управления, сам пульт дистанционного управления, моторы с 220 оборотов в минуту, сервоприводы, сервопривод один, извиняюсь, и блок управления, в котором, соответственно, за основу берется плата Arduino с дополнительными расширениями, чтобы можно было, как говорится, расширить возможности устройства. И дополнительно идет микроконтроллер CyberPi, вот так, сетевой микроконтроллер. Он как раз нам и поможет для расширения робототехнических наборов. То есть совместно с контроллером микроконтроллер образует некую такую связанную систему, с помощью которой можно изучать интернет вещей, машинное обучение, основы искусственного интеллекта. То есть вот в таком формате связь с облаком, передача в облако, использование различных сторонних сетевых устройств типа дополнительных Bluetooth модулей, дополнительных веб-камер с компьютера, например, и передачи данных, считывания уже непосредственно в задачи и передачи их, например, на CyberPi, а CyberPi, соответственно, дает команду на плату Arduino, соответственно, на контроллер здесь, клика. То есть здесь присутствует. Дальше мы смотрим характеристики. У нас записано CyberPi. О нем чуть попозже, об этих своих характеристиках, я чуть попозже скажу. Соответственно, управление Ники роботом можно по телефонам, по Bluetooth модулю управлять через телефон или мобильное устройство. Можно по USB кабелю, стандартный вариант подключения и программирования и автономный режим в подключении, или без автономного режима, то есть сразу управление по проводу. Либо с помощью пульта инфракрасного датчика. Описание, какие элементы за что отвечают, мы чуть попозже о нем поговорим. Соответственно, пример мобильного робота, клика, как он может выглядеть, для чего можно использовать, какие, то есть стандартные программы там вшитые. Так, что у нас тут присутствует? Дальше у нас идет программная среда, в каких программных средах обычно программируют, и данный набор. Это M-блок 5, современный M-блок. Среда, которая поддерживает как Scratch язык, блочный язык, так и написание на Arduino IDE, то есть C-подобном языке, и также содержит редактор для написания кода на Python, MicroPython и просто стандартный Python, больше заточен для CyberPi, который у нас микроконтроллер сетевой. Он как раз и нужен для того, чтобы, например, непосредственно изучаемый язык от блочного к текстовому языку высокоуровневому, чтобы, соответственно, научиться таким технологиям, как машинное обучение, интернет вещей, более глубокие понимания работы с различными дополнительными модулями на языке Python, там, например, такие как Pygame, то есть оконные библиотеки, которые для разработки оконных приложений десктопных и разработки различных интерактивных возможностей, там, даже до и, соответственно, компьютерных игр. Ну и дополнительные библиотеки, связанные со считыванием больших данных, Pandas, например, SciPy, NumPy, OpenCV, это все библиотеки, которые нужны для компьютерного зрения, для работы с массивами, для работы с высшей математикой, для работы с графикой, Matplotlib, например, для работы с периферийными устройствами типа компьютерного зрения, это веб-камеры, различные вариации. То есть тут возможности большие расширяются, то есть вы можете начать с самого простого и идти дальше, заканчивая там, самыми сложными передовыми элементами, отрабатывать алгоритмы различные сложные по нейросетям. То есть тут все это возможно. Соответственно, среда также поддерживается чистая Arduino IDE. То есть вы можете на чистом Arduino IDE тоже программировать и, как говорится, управлять этим устройством. Непосредственно вот этим контроллером. Так, пример показан пошаговой базового
мобильного робота. Ну и дальше у нас, соответственно, комплектация, что у нас входит. Достаточно много деталей. Очень много деталей, в принципе. 506 это я точно не считал, но где-то в пределах такого количества. Примерно из этого набора можно собрать вот такие вот устройства. Дополнительно можно расширить, самостоятельно уже собрать или скачать, соответственно, методический сборник, конспект уроков, где будет дополнительное расширение, какие еще элементы можно создать, разработать и так далее. Здесь описание технических характеристик контроллеров у нас присутствует и, соответственно, где можно скачать дополнительные среды, то есть среды программирования. Вот так примерно это и выглядит. Это касательно паспорта. Теперь давайте посмотрим, что же у нас в начинке, как говорится, на самом деле, то есть что у нас лежит здесь. Здесь у нас детали упакованы в такие пакетики, ну, что-то похожее по упаковка, как у Лего, например, да, коробочки. То есть, и как сейчас стандартно у всех наборов, часто упаковывают вот такие вот целлофановые упаковочки, рассортируют по деталям. То есть мы вскрываем, рассортируем либо по боксам, так, сортируем либо по боксам, например, вот сюда, как я вам показывал, либо там, соответственно, все в эту коробочку. Ну, это на усмотрение. Итак, у нас есть детали различные, тут крылья, различные детали соединительные, как балки, так и различные рамочки. Причем есть интересные конструкции, чуть попозже покажу, наверное, раскрою. Это балки с двух сторон отверстиями. То есть можно, соответственно, не с одной стороны, а с двух сторон прикреплять в зависимости от того, какое устройство нужно, более усложнить процесс, то есть более упростить для нас сборку и сделать более интересный вариант конструкции. Соответственно, здесь тоже у нас есть колеса специальные зубчатые, так сказать, для гусеничных механизмов. Какие у нас тут еще детали? Сейчас я по деталям пройду сначала. Вот рамочки, колеса, то есть их достаточно много здесь. 4 колеса, рамочки и, соответственно, есть рецинус, так называемый. То есть рецинус, металлический шарик, который предназначен для трехколесного робота. Итак, соединительные детали дополнительно идут еще зубчатые колеса, различные маленькие балки, штифты, оси. Все это присутствует. То есть дополнительно здесь тоже вот различные штифты двойные, как, соответственно, стандартный, в общем, чаще всего набор. Все это пластиковый, соответственно, хороший пластик, который не разрушается, долго будет служить. То есть для эксплуатации долговечный, то есть несколько лет как минимум точно, а там может быть и десятки. Так, ну вот, соответственно, соединительные штифты и втулки. Так, здесь у нас присутствует отдельная коробочка для создания гусениц, соответственно, гусеничных механизмов. Далее мы что наблюдаем? Это отдельная коробочка вот KyberPi с, соответственно, с сетевым микроконтроллером, и там лежит, соответственно, у нас еще и аккумулятор дополнительно, то есть он может KyberPi, это микроконтроллер, работать как совместно с подключением к компьютеру питаться, так и автономно с подключением аккумулятора его внутреннего, и он автономно может работать. Как и, соответственно, некий робот автономный, то есть без подключения к компьютеру. Загрузили программу, а дальше автономно мы работаем. Датчики, как видите, они все непосредственно в пластиковом корпусе сделаны. Сейчас покажу. Наверное, вот таким вот. Bluetooth датчик. Соответственно, у него там есть индикатор подсветки. Все в пластиковом корпусе.
соединительный порт стандартный, как для проводов со штекером для телефонов стационарных. То есть вы можете спокойно, если что-то у вас отломалось, поломалось со штекером, то вы можете быстро заменить в любом магазине электроники данные провода. То есть здесь по проводам не так все критично, все замечательно. Пластик мне нравится, замечательно все сделано. То есть, если нужно, можете даже разобрать и посмотреть там начинку или подправить, если у вас там в случае есть там, например, бывает роботы падают, устройство кто-то попадает из детей в воду, может там залить, не знаю, контакт, просушить и так далее. Ну, мало ли, бывают разные эксперименты, кто-то делает там по биологии, кто-то по химии, кто-то там делает водных роботов, кто-то, соответственно, испытывает нагрузку на них. Почему бы не испытывать? Вы можете самостоятельно все это протестировать, и это не критично, если, как говорится, есть основные навыки в пайке, если что-то, или вы можете всегда разобрать и проверить. То есть производитель как бы не говорит, что нельзя. То есть вы по факту можете, конечно, посмотреть. И все это исправить в случае, если какие-то там, соответственно, в ходе эксперимента что-то там, соответственно, треснуло. Но по факту, как показала практика, ничего не ломается. То есть, вот большинство проектов на этом наборе я тестировал 2 года. Мне до этого привозили тоже похожий вариант этого набора. Я тестировал, соответственно, и вот сейчас тестировали уже 2 года непосредственно многие детские центры, и говорят, что вроде все, пластик прочный, электроника не ломается, то есть в целом все отлично. Так, следовательно, у нас есть тут ультразвуковой датчик, датчик инфракрасного порта, то есть все как согласно паспорту. Здесь у нас моторы, 2 мотора с подключением, здесь у них подключение через штекер. Соответственно, сервопривод также по контакту по телефонному проводу. Сам контроллер с 2 кнопочками. Сейчас чуть попозже о нем я поговорю. Ну и, соответственно, здесь у него есть порты специально для подключения моторов и датчиков. Так, интересный момент. Это провода. Тут есть разнообразный вариант проводов. Вот сейчас мы, наверное, по ним и пробежимся, посмотрим. Сначала раскроем и посмотрим, что же там за провода, для чего они нужны. Потом чаще всего возникают вопросы, то есть при вскрытии, какой провод для чего, какие возможности они нужны для каких задач. Вот сейчас мы посмотрим непосредственно для каждого варианта. Итак, начнем рассматривать провода. Сейчас я аккуратненько их скрою. То есть все наклейкой ВКонтакте. Пакеты, можно их использовать повторно. То есть не надо ничего рвать. Это плюс вот для проводов. Итак, у нас здесь есть аккумулятор. По характеристикам, соответственно, 300 мАч, 72 вольта. 3 АА, ну, то есть количество никелевые кадмиевые аккумуляторы, соответственно, они перезаряжаемые аккумуляторы на несколько тысяч раз, то есть это там, десятки или 15 тысяч, ну, в зависимости от по-разному предназначены. Что у нас тут есть? Здесь дополнительно у нас есть пульт управления сюда положил разработчик, то есть мы здесь используем. Чтобы заряжать аккумулятор, используется вот такой вот USB, соответственно, переходник. USB-переходник. Он достаточно длинный. Сейчас разверну его. И вот у нас вот такой переходничек. То есть от ноутбука. Для ноутбука, для компьютера стационарно подключили один конец к USB-порту, а второй, соответственно, к аккумулятору. И, соответственно, заряжаем. Зарядка, соответственно, 5 вольт там будет. Сейчас. Вот.
можно только однозначно подключить, то есть по-другому подключить не получится. Штекер определенной формы, поэтому как бы вы не засовывали, пытались штекер, то вы, соответственно, засунете только в определенное положение, когда повернув его. Все, дальше подключаем к USB порту и ждем небольшой зарядки, там, соответственно, час-два, ну не больше. USB зарядка обладает индикатором красным, то есть она сама заряжает, красным горит и показывает процесс зарядки. Так. Вот примерно как это должно выглядеть. Дальше есть специальный штекер, зажим, ограничитель, его нажимаем и вытаскиваем, соответственно, провод. Тянуть провод не обязательно, то есть не надо, чтобы не отрывать, соответственно, все контакты. То есть достаточно просто нажать и вытащить. Все, а дальше данный аккумулятор вставляется непосредственно внутрь корпуса Arduino. Мы будем сейчас это и делать чуть попозже. Итак, касательно провода зарядки USB понятен вариант. Есть дополнительно от разработчика блок питания, который сетевой от 220 вольт, но он заказывается отдельно. То есть вы можете аккумулятор закрепить стационарно в робота и уже в самом корпусе нашего блока управления, то есть в самом корпусе нашего блока управления присутствует элемент для запитки. То есть мы можем запитать, заряжать непосредственно наш аккумулятор через сетевой специальный блок питания. То есть таким вот образом. А сам аккумулятор вставляется вот в этот элемент. С помощью отверточки откручивается защитный корпус, вставляется аккумулятор, подключается к системе, и все. Дальше управляется. Так. Теперь посмотрим следующий этап. Что у нас там присутствует из проводов. Итак, у нас есть провод на 35, да, 35 сантиметров для подключения к датчикам, то есть достаточно длинный. Есть провод на 25, вот. Есть, соответственно, на 20, еще один на 35, то есть одинаковые, наверное, они, да. Вот они одинаковые, то есть 4 провода, еще один на 25 или 30, не измерял точно, ну, примерно скидку, смотря на другие наборы, я примерно могу сказать, что еще один провод, такой же длины, еще один провод на 20, все, то есть тут у нас по факту получается 7 проводов, то есть с запасом. Всего портов у нас 6 для таких проводов. 6, ну, один с запасом. Длина провода, это провод длинный, какой короткий, в зависимости от того, какое устройство вы делаете, там, насколько далеко вам нужно отправить датчик от контроллера. Дополнительно 2 провода для подключения моторов, именно DC моторов к контроллеру. Сейчас посмотрим чуть попозже. Также дополнительно есть 2 провода, которые могут управлять моторами, но уже не от контроллера, а некий робот, который... клика, извиняюсь, красного. То есть не от красного контроллера, а вот такие вот провода могут управлять моторами от KyberPi. То есть у KyberPi присутствуют вот такие 2 штекера, 2 контакта для подключения 2 моторов. И, соответственно, можно непосредственно управлять моторами через KyberPi. Дополнительно.
Это нужно делать можно таким способом, чтобы комбинировать, взаимодействовать два этих контроллера. Один, например, считывает данные с датчиков, передает, другой управляет силовыми конструкциями. И наоборот, они могут меняться, то есть тут вопросов, я думаю, не возникнет. Батарейка, соответственно, на 3230 формата, 3220, да. Ну, R2025, я извиняюсь, ну, по формату, да, на 3 вольта. Присутствует у нас USB кабель для загрузки программы на данный контроллер. Для загрузки программы на KyberPi присутствует свой провод, он входит в комплект Type-C, так называемый USB Type-C, то есть Type-C подключается к формату непосредственно к KyberPi, а USB, соответственно, к компьютеру. И дополнительный провод, который подключается к любому порту нашего контроллера, он имеет 6 пинов. То есть он дает нам разветвление на 6 пинов. Есть специальная распиновка. То есть в методичке написано, какой порт, примерно какие пины там захватывает. И на основе этого мы можем подключить, вот с открывшимся пином, мы можем подключить двусторонний дополнительный датчик, например, который предназначен для Arduino платы. То есть любой датчик или модуль для Arduino платы, который имеет не больше 6 контактов, мы можем подключить, запрограммировать и использовать непосредственно с нашим контроллером, если у нас не присутствует данного датчика в этом наборе сейчас. Например, вы скомбинировать можете там с каким-то другим датчиком. То есть это сделано для универсального подхода, чтобы можно было расширить набор, не ограничиваясь только конструкцией в наборе, то есть не ограничиваясь только теми датчиками, которые у нас постоянно в наборе, а взять дополнительно уже какой набор у вас присутствует, например, в образовательном учреждении. Может быть, у вас там есть плата Arduino, может быть, у вас есть какие-нибудь там Fisher техника набора, или у вас там MacBlock присутствует, может быть, у вас есть наборы там связанные с Red набором, там ну, так много-много различных наборов присутствует, и роботехнических и датчиков очень огромное количество, поэтому их по факту можно комбинировать. Поэтому данный набор позиционировался в первую очередь как универсальный. То есть вы берете, вот она есть база, делаете, изучаете и дополнительно дальше расширяете, когда ваш навык как преподавателя увеличивается в области робототехники, вы можете уже позволить себе дополнительно, уже понимаете, как все подключить, вы расширяете и с учениками дальше углубляйтесь в более распространение, то есть показываете детям, что робототехника на одном наборе, как говорится, может не ограничиваться, а можно дополнительно расширять, дополнительно вставлять, то есть и в отличие от многих наборов, вот этот набор как раз позволяет нам расширить, то есть безболезненно, как говорится, расширить, без всяких танцев, почти с бубном, то есть добавить датчики, по крайней мере модули, чтобы изучать более сложные какие-нибудь интересные элементы. Что это нам расширит? Но в первую очередь вы можете углубиться, использовать датчики для в биологии, там, теплицы делать. Вы можете использовать датчики, которые в химии или физике там применяются, декалориметры различные, различные датчики газов, то есть здесь можно просто, как говорится, кладезь экспериментов провести. Вот. В различные направления. То есть робототехника не обязательно, что это предмет робототехники или технологии только связан, но еще может интегрироваться там в математику. Пожалуйста, вот математика, информатика, как раз большие данные, графики, построение на основе этих данных, графики аппроксимирующие строить с помощью Pygame, Matplotlib, с помощью KyberPi, здесь с выводом на дисплей, сейчас я о нем поговорю. То есть все это можно реализовывать.
Физика, пожалуйста, их провести эксперименты, там, равноускорная кинематика, равноускорное движение, равномерное движение, падение тел, зафиксировать с помощью датчиков движение падающего тела, силу измерить, есть датчики сторонние, например, которые измеряют силу, или косвенным способом измерить силы, там, соответственно. Есть датчики, которые фиксируют, там, соответственно, также молекулярно-кинетическую теорию для определения там, давления, температура, объем. Зная сосуд, вы можете там заставить, то есть вводя определенные данные, дать вычисление, он будет вычислять вам, измерять те показания физические, которые могут датчики, и на основе этого давать вам какой-то результат, соответственно, вычислять. Тоже это можно применить. Соответственно, и в химии также, соответственно, можно. То есть расширение большое. Проектов можно сделать больше, и чуть попозже я еще дополнительно поговорю о M-Block 5. У меня есть уже один ролик или два по M-Block 5, посмотрите, пожалуйста. Ссылку я в описании под этим видео скину, где вы можете познакомиться и изучить этот момент. Так, ну что ж, по проводам, я думаю, мы прошлись хорошо, посмотрели. То есть, я думаю, вопросов здесь у вас не возникнет сильных. Чуть попозже буду показывать, как это провода использовать. Подключать непосредственно на практике. Так, вот. Теперь Киберпай, так называемый Киберпай, он, соответственно, содержит в себе как сетевой контроллер, так и, соответственно, аккумулятор внешний, ну и дополнительно вот такой вот провод, я его просто уже вытаскивал, Type-C, то есть у него есть Type-C и USB, вот один конец. Type-C подключается к контроллеру, а USB, соответственно, к компьютеру, чтобы заливать программу и передавать данные. То есть это все в коробочке. Давайте посмотрим, что же у нас тут есть. Итак, вот он контроллер такой. Специальный, видите, пластиковой коробочки в боксе, предназначен для защиты от, соответственно, нагрузки, ударов и так далее. То есть герметичен от воды. То есть очень качественно сделано. Дополнительно еще одна защитная коробочка, в которую можно положить наш контроллер, если нужно. Вот. Здесь, соответственно, у нас есть QR-код для изучения мануала, документация по Гиперпай. Там на английском языке, но в методичке к данному набору в электронном виде все на русском. Все, как говорится, раскрыт его больший потенциал. И по языку на Scratch программирование, и по языку Python тоже присутствует. То есть здесь никаких вопросов нет. Вот у нас, соответственно, есть Киберпай. Я о нем уже сделал один раз обзор, но пробегусь еще разок. У нас тут присутствует джойстик и кнопочки. Джойстик имеет положение 4 движения влево-вправо, вверх-вниз и нажатие. То есть 5 как событий можно считывать. Здесь у нас есть кнопочка А, кнопочка Б. Они выгравированы в пластике. Можно заметить, приглядеться. Есть дисплей. Там примерно 128 точек на 128 точек пикселей. Встроенный датчик освещения. Есть Wi-Fi и Bluetooth модуль встроенные. Есть динамик и микрофон для записи звука и воспроизведения. Там не больше 10 секунд. Кнопочка сброса, кнопочка питания и загрузки, порт питания и загрузки программы. Здесь у нас универсальный порт как раз для похожего типа для датчиков из Mac-блока. Дополнительно, если нужно будет. Здесь у нас порт для подключения именно непосредственно внешнего аккумулятора.
Вот он присутствует здесь. Внешний аккумулятор. Так, сейчас его. Ой. Сейчас я вот так. Внешний аккумулятор. Вот он присутствует. Вот он такой красивенький внешний аккумулятор. И вот у него есть эти порты. М1, М2 это, соответственно, порты для подключения управления моторами DC. У них два контакта. Вот как раз эти провода. С такими вот концами. Вот эти вот. Они как раз и нужны вот для управления. Тоже однозначно можно только подключить определенным концом. То есть по-другому нельзя будет. Поэтому тут защита есть. Вот так вот такое подключение. Подключение непосредственно к мотору. Сейчас мы найдем моторчик. Вот такой вот моторчик. Вот подключение. Вот у нас система есть. Контроля. Сам он, соответственно, подключается к контроллеру. Это расширение, то есть вот так вот. И все. Теперь, если он заряжается также по USB, вот этот товарищ заряжается по USB от компьютера. После зарядки, соответственно, есть полностью можно управлять уже силовыми моторами. И дополнительно есть два порта для так называемый S1, S2. Ну, это, соответственно, для датчиков. Можно универсальных просто датчиков различных, которые можно с помощью пинов, то есть с помощью проводов мама-мама или мама-папа, которые есть для Arduino, подключить, например, сторонний ардуиновский там датчик, модуль влажности почвы, температуры, у которых есть плюс-минус и сигнал, то есть или модуль. То есть он может это считать и анализировать. То есть и такой способ есть. Вы можете дополнительно это все подключать. То есть и так можно через этот контроллер, и можно через KeeperPi. Все возможно подключить сторонние, даже то есть не родные датчики от этих наборов, а, например, которые самые распространенные по всему миру датчики используются вот с тремя такими или там 6 контактами, в зависимости от того, какие модули и датчики мы используем. Вот так вот интересные устройства. Интересное устройство, интересная электроника. Так, также есть тут мануал по контроллерам. То есть по этим контроллерам дополнительно, то есть можно как управлять, как подключать. Здесь есть кнопочка включения. Вот он, включение питания. Включение питания. Вот он загружается. Операционная система Linux-ская. Здесь микро. Вот. Нажатие на эту боковой кнопочке нам переходит в пункт меню, где мы можем выбрать там, соответственно, здесь программы, настройка, какой язык, обновление, если нужно. Ну, это, соответственно, если у нас обновляется он чаще всего через компьютер, потому что компьютер уже подключен к сети. Так, ну, соответственно, элемент помощи и так далее. Здесь у нас, соответственно, перезагрузка. Последняя будет загружаться рестарт. Сверху нарисован дисплей, если видно, включен Wi-Fi. И, соответственно, уровень заряда батарейки. Уровень заряда батарейки. Отключаем. Все таким способом. Простым. И можем дальше уже до следующего занятия экспериментировать. Так, касательно вот проводов, контроллеров, KeeperPi мы рассмотрели. Теперь рассмотрим подробнее непосредственно о нашем контроллере клика. О нашем контроллере клика. Итак, про клик я уже использовался. Этот контроллер стандартный из набора Niki Robot. То есть в такой же контроллер лежит в наборе Niki Robot. Есть еще такой, по сути, набор.
тоже, то есть все описание здесь тоже будет такое же идентично, как и для Ники робота. Итак, здесь у нас есть два контакта для подключения моторов через провода вот такие вот, такого вот типа. Следовательно, у нас есть здесь левый порт M1, M2. Смотрится вот так. Здесь у нас первый порт, второй порт, третий, четвертый, пятый, шестой. Пронумерованные порты написаны, соответственно, в методичке. Как смотреть? Здесь есть, соответственно, динамик и кнопочка перезагрузки, кнопочка включения. Если вы включение, соответственно, загорается зеленый или красный светодиод, в зависимости от того, какой версия сборки. Питание, подключение USB кабеля для загрузки, соответственно, для загрузки программы и, соответственно, управления или считывания данных непосредственно на компьютер. Все это присутствует. Дополнительно есть элементы для крепления, то есть разнообразные, как боковые варианты. То есть можно по-разному, так и в нижнюю часть. Все можно прикрепить с помощью штифтов, все закрепить и можно управлять. Также дополнительно у нашего контроллера Hyper-Pie есть тоже насадочки, вот они 4 штучки, для крепления непосредственно с набором. То есть они идентичные крепежные системы. Можно закрепить и, соответственно, не беспокоиться, что что-то там, соответственно, отвалится. И этот надо что-нибудь дополнительно придерживать. То есть это все можно дополнительно все это сделать. Прикрепить. А касательно электроники вроде бы все рассказал. Здесь встроенный Bluetooth модуль также есть. Динамик. Динамик имеется пьезоэлемент, который может давать сигналы, можно программировать его на различные музыкальные устройства. В Hyper-Pie можно целый музыкальный MP3 файл загружать, не больше 10 секунд, WAV файл, то есть может проигрывать, может записывать голоса. То есть все это можно реализовывать только на основе даже уже этого набора. То есть достаточно большие возможности. Все это описано в методичке. Дополнительно здесь будут конспекты занятий. Смотрите на моем ролике, на моем канале дополнительные ролики по различным другим устройствам, связанным с кликом. То есть клика я буду показывать периодически, какие возможности там присутствуют, что можно еще сделать, как языки программирования Scratch там подобные C++ и Python сочетать, для каких задач можно применять. То есть все это можем рассматривать и анализировать. На этом у меня все, как говорится. Простой обзор наглядный мы сделали. Ну а дальше будут видеоролики, посвященные уже конкретно каким-нибудь определенным элементам изучения именно с этим набором клик. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться.